Прямо начали слезы на глазах наворачиваться. У меня просто началась истерика. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня вас ждут очередные страшные истории из реальной жизни, а если вы хотите, чтобы я рассказала вашу историю, то, пожалуйста, пишите мне ее в комментариях под этим видео, либо мне в директе Инстаграма. И вообще, кстати, заходите в мой Инстаграм. Много всяких сториз каждый день, постов. А еще у меня телеграм-канал есть. А также напоминаю, что все истории я рассказываю от первого лица, несмотря на то, что вы их мне присылаете. И не все эти истории принадлежат мне лично. Что ж, а мы приступаем. Хочу рассказать историю о том, как познакомилась с одним локально известным тиктокером. И как он оказался очень жутким типом. Что ж, приключилось со мной все это где-то около года назад. В то время мне было 18 лет, и я очень много сидела в ТикТоке. Особенно еще из-за того, что проводила много времени дома, а из-за чего, скорее всего, вы и так знаете. И вот, как-то я наткнулась на парня, у которого было что-то в районе 50 тысяч подписчиков на тот момент. Подписалась на него в ТикТоке и в Инстаграме. Просто мне нравилось следить за ним. Мне он казался симпатичным и смешным. А также он был из моего родного города, где проживало не так уж много людей. И мне кажется, что я не встречала никогда никого из даже близко знаменитых людей из моего города. В общем, я частенько реагировала на его сторис. И в какой-то момент я заметила, что он мне ответил. Скажу только, что у меня был очень активный Инстаграм. Я постоянно что-то выкладывала, у меня были достаточно красивые фотографии и всегда хватало внимания со стороны парней. В общем, он мне ответил в директе. Слово за слово мы начали общаться. Мне он показался даже достаточно образованным, что было весьма нетипично для тиктокеров. Он говорил у себя в аккаунтах, что ему 21. Мы общались где-то неделю и в конце концов договорились встретиться и пойти вместе в бар. В принципе, у нас общение шло гладко. Он даже казался довольно галантным человеком. Сказал, что заберет меня на машине. Я, конечно, слегка удивилась, ведь в 21 год далеко не у всех есть машина, особенно в нашем городе. И сразу же подумала, что, скорее всего, у него просто богатые родители. При этом я довольно спокойно к нему относилась, не строила каких-то надежд и рассказала только лучшей подруге о всей этой ситуации. В итоге, в день встречи он почему-то не смог меня забрать на машине, и мы договорились, что ладно, каждый доберется своим путем. Бар, наше место встречи, он выбрал сам и сказал, что это его любимое заведение в городе. Я ранее никогда не бывала в этом баре. Он находился даже не в центре города, а ближе к окраине, в обычном жилом доме, в каком-то подвальчике. Я была студенткой и не буду кривить душой, в принципе, бывала в барах не раз, и такие места не то чтобы пугали меня, это довольно обычно. И когда я увидела его перед баром, первое, о чем я подумала, это то, что он выглядит довольно взросло, гораздо старше своего возраста. Я даже заметила на его лице какие-то вот прям глубокие морщинки, что было весьма нетипично. Ну, как минимум, я бы дала ему 25 лет, а то и больше. Конечно, вы скажете, может быть, это был свет, но, не знаю, он был совершенно не похож на парня 21 года. В отличие от того, как он себя подавал в ТикТоке, но там же куча фильтров. И это был первый такой звоночек. Мы, когда с ним поздоровались, он также обнял меня прямо сходу. Мне было немного неловко от этого. Затем мы зашли вовнутрь, и он поздоровался с барменом так, будто бы это был его лучший друг. И вообще людей в заведении было очень мало. При общении в жизни он вел себя очень настойчиво и даже слегка неприятно. Он очень много говорил про то, что у него гигантская квартира в центре города и богатые родители, есть машина и вот это вот все. А еще более странно было, когда он упомянул девушку, с которой он был на свидании совсем недавно. Он сказал, что
тоже как-то встречался с одной девушкой, пошел с ней в кафе, и потом он начал над ней глумиться и оскорблять ее. Он сказал, что она была очень глупой и, как ему показалось, легкого поведения. А потом сказал, что его такие очень сильно раздражают. И вообще он как-то много плохого говорил о девушках, если подсуммировать его рассказы. Да и в принципе разговаривал он очень много, мне даже не давал вставить слово, просто говорил без умолку. Затем тот самый бармен принес нам напитки и почему-то сел за наш столик с нами. Хочу также упомянуть, что я заказала обычные мохито. И когда мы начали пить наши коктейли, я вдруг заметила, что случайно взяла другой коктейль. Коктейль этого самого бармена. Я уже сделала пару глотков, когда заметила это. По-моему, у него был джин-тоник. Я, видимо, как-то не обратила внимания и случайно взяла другой стакан. Когда бармен это заметил, вместо того, чтобы посмеяться над неловкостью, он насторожился. И довольно вежливо сказал: давай поменяемся обратно, потому что мохито хоть и вкусный, он все-таки хотел этот джин-тоник. Я вообще была в полном недоумении, что он делает за нашим столиком, и не хотела меняться коктейлями. Да и, если честно, я подумала, что уже просто продолжу пить этот коктейль и вообще не хочу меняться. Так я ему и сказала. Он сразу же как-то поменялся в голосе и еще пару раз, только уже более уверенно попросил забрать свой коктейль и вернуть ему его джин-тоник. И я заметила, что когда мы все это обсуждали, тиктокер, назовем его так, спокойно попивал свой коктейль, а бармен, как только мы определили, что мы перепутали коктейли, вообще не прикасался к этому мохито. Потом они прямо при мне начали обсуждать квартиру этого тиктокера, бармен ее очень нахваливал, и они довольно настойчиво спрашивали меня, когда же мы уже пойдем все вместе и завалимся туда. Ведь будет такая крутая вечеринка, как говорил бармен. Там будут еще люди. Мне уже не хотелось пить, и вообще абсолютно ничего не хотелось. Атмосфера была довольно жуткой. Они были очень настойчивыми, а посетители из бара будто бы вообще все ушли. Потом бармен начал настаивать о том, чтобы я взяла еще один коктейль. Он начал предлагать мне: давай я сделаю тебе новый мохито, давай ты выпьешь новый мохито, будет же вкусно, классно. Зачем тебе этот коктейль, ты его явно не хочешь пить. И он начал прямо газлайтить меня, говорить, что ты же хочешь коктейль, я знаю, что ты хочешь. Я много раз отказывалась, но в какой-то момент он просто встал и пошел делать новый коктейль. Большую часть времени я молчала и отнекивалась. Когда бармен ушел делать мой новый коктейль зачем-то, тиктокер начал просто сидеть в телефоне. Он что-то очень активно писал в своем телефоне и абсолютно не обращал на меня внимания. Потом отложил его и сказал: ну что, после коктейля пойдем ко мне? Там будут люди, не переживай, я не какой-то маньяк. Я начала слегка паниковать, мне было уже абсолютно не по себе, неприятно. Я написала по-быстрому своей лучшей подруге, о которой я рассказала про всю эту ситуацию, и спросила ее, что делать. Она сказала, что мне надо срочно убираться оттуда. Я пошла в туалет с телефоном и позвонила своему двоюродному брату. К счастью, он работал как раз неподалеку от этого района. Эти парни были очень настойчивыми, и меня это пугало и вводило в какое-то смущение. А еще, когда я выходила из туалета, я краем уха услышала их разговор. И звучал он примерно так. Тиктокер говорил что-то в стиле: да она изи, ТП, сейчас возьмем ее и будет еще лучше, чем вчера. А бармен добавил довольно тихим голосом: ну да, после этого коктейля она точно не сможет встать. Когда я стояла у этого туалета, у меня прямо начали слезы на глазах наворачиваться. Я вернулась обратно и посидела там еще минут 5. Затем брат написал, что уже на подходе, я вышла из туалета. Эти два парня смотрели на меня как на какую-то добычу. На столе стоял тот самый мохито, и тиктокер сказал: ну что, вот твой коктейль. И именно в этот момент, к счастью, вошел в бар мой двоюродный брат. Кстати, я заплатила за свои
3 коктейля. Мне очень страшно за других девочек, я даже не могу представить, что он хотел со мной сделать, какие планы были у него и у этого бармена, и как много у них жертв. Я, к сожалению, не могу рассказать, кто именно это был, но сейчас у него уже еще больше подписчиков. И я просто еще раз хочу добавить, что если у человека есть аудитория, и он кажется приличным и публичным человеком, это еще не значит, что он хороший человек. Он может быть то еще мразью. А также прошу всех девочек быть более осторожными и не принимать напитки от незнакомых криповых людей. Такая вот история, а мы приступаем к следующей. Я автопом скажу, что я согласна со всеми словами этой девочки, и это ужасно, когда такое происходит. Пожалуйста, будьте очень осторожны и 1000 раз проверяйте, с кем вы идете в бар. Эта история произошла со мной, когда мне было 16 лет. Хочу добавить, что городок у нас небольшой, и все друг друга знают. Так вот, мне пришлось поехать в поликлинику, а она находится в другой части города, и, соответственно, мне пришлось поехать на автобусе. Я подошла к автобусной остановке, там стояло человек 5-6. Среди них был мужчина, на которого я даже не обратила внимания. Когда подъехал автобус, а точнее маршрутка, люди начали потихоньку к ней подходить и заходить вовнутрь. После того, как все люди зашли в маршрутку, я села на место около окна. И сразу же возле меня сел тот мужик с остановки, хотя места в маршрутке было достаточно. Но я абсолютно не придала этому значения, и мы поехали. Тут через одну остановку я чувствую, как что-то касается моей ноги. И тут я смотрю, а на моей ляжке лежит его рука. И, если честно, я даже не придала этому какое-то плохое значение. Я подумала, что, может быть, она случайно там лежит. Может, он не заметил и случайно положил ее? Или что-то еще? Но после этого я чувствую, как он водит по моей ноге туда-сюда и сжимает ее. Тогда я уже испугалась, но спокойно попросила его убрать руку. Он ее немного убрал, но через пару минут снова положил ее на то же место. После этого я взяла ее и просто резко скинула с себя. Он снова на пару минут убрал ее, ну и, конечно же, через какое-то время положил ее обратно. И продолжил свое. Тогда я уже закричала на всю маршрутку. Я закричала что-то вроде «Вы что, совсем ненормальные? Уберите руку!» на всю маршрутку. Но его это совсем не остановило, и, честно, я хотела встать. Но маршрутка сделана так, что когда кто-то сидит у окна, другой человек по соседству своими ногами полностью переграждает ему путь. И там просто физически было невозможно пройти, и в тот момент маршрутка уже была полностью забитой. И вот что меня больше всего удивило. Люди, которые ехали со мной в маршрутке, даже не собирались что-то с этим сделать и как-то помочь мне. Они все видели и слышали. Это все происходило прямо у них на глазах. Это продолжалось до самой конечной остановки, где мне и нужно было выходить. Перед остановкой все люди вышли, и остались только я, этот мужик и водитель. Когда все люди ушли, он совсем озверел и начал тянуть свою руку к моим половым органам. Я не растерялась и сразу же локтем ударила его прямо в бок и попыталась встать. А маршрутка уже остановилась на конечной остановке. Я попыталась встать и говорю ему: «Дайте пройти». После этого он немного отодвинул ноги, и мне удалось попытаться пройти. Я уже начала перелазить через него, как вдруг почувствовала его руки у себя прямо на 5-й точке. Тогда же я сразу выбежала из маршрутки и пошла в больницу. Точнее, поликлинику, она была совсем рядом. И сразу же после этого он вышел с маршрутки и пошел прямо за мной. И я расплакалась, у меня просто началась истерика. И паническая атака, меня всю трясло. Когда я дошла до больницы, я быстренько зашла в раздевалку, где можно снять пальто и все в этом роде. Там стоят кресла, а также есть стена, которая ограждает вход.
В общем, он тоже зашел в больницу, но он пошел прямо, а я пошла немножко в другую сторону, там где кресло и эта стена, и он меня не заметил. После этого я пошла к врачу и стала ждать свою очередь. А он, вероятно, вышел из больницы, потому что не смог меня найти там. А окно у врача выходило прямо на выход из больницы. И я видела, что он ждал меня там все время, когда я была у врача. А мне кажется, что у врача я просидела аж часа 2. Ну, слава богу, когда я выходила из больницы, его уже там не было. И я нормально доехала до дома. Теперь я безумно боюсь выходить на улицу и никому не доверяю, ведь никто из людей в маршрутке не вызвался мне помочь. Теперь также я думаю написать на него заявление в полицию, ведь я видела его лицо и даже снимала его на камеру. И получается, сняла его лицо на телефон. Самое страшное, что на моем месте могла оказаться девочка лет 9, которая бы вообще не поняла, что с ней происходит, и никто не знает, что могло бы с ней случиться. Потому что даже я, будучи 16-летней девочкой, не сразу поняла, что происходит. И не сразу поняла, что он делает и с какой целью. Что ж, такая вот история, девочка. Привет, спасибо еще раз за эту ужасную историю. Я надеюсь, что с тобой этого никогда не повторится, как и ни с кем из нас. И из вас, дорогие подписчицы. Мне прям жутко было все это читать и рассказывать. Я просто надеюсь, что вы будете аккуратными и внимательными. И кричите громче еще. Будьте очень осторожны. Не знаю, люди очень злые реально бывают. Все почему-то боятся помочь. Вот, и девочка мне прислала также видео этого мужчины, я вставлять его не буду в целях приватности. Вот, я надеюсь, что вам было интересно. Оставайтесь со мной. Постараюсь на следующей неделе, либо в ближайшее время, рассказать вам историю одного известного кейса, известного случая, просто такого жуткого, потому что я недавно посмотрела документалку на эту тему, и я просто не могу заткнуться. И всем про это рассказываю, я надеюсь, что вам будет интересно. Там тоже про страшных людей и про реальный дом ужасов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и заходите в мой инстаграм. Спасибо, всем пока. Будьте осторожны, пожалуйста.